В нашем видео мы расскажем об афере с бриллиантами, в которой замешан известный ювелирный дом De Beers. Мы раскроем тайны и скрытые подробности. Это одна из крупнейших афер в истории человечества. Бриллиантовая афера De Beers. Поехали! Юный пастух Эразм Якобс, уроженец фермы в окрестностях города Кимберли, расположенной рядом с рекой Оранжевой в Южной Африке, однажды наткнулся на камешек необычной формы. Он решил взять его с собой, чтобы позабавить им своих друзей. Камешек оказался алмазом весом в 21,25 карата. Так, 150 лет назад началась алмазная лихорадка, которая положила начало одной из самых крупных афер в истории человечества. В 1866 году сыновья Якобса наткнулись на сверкающий камень весом 83,5 карата. Его окрестили звездой Южной Африки. И вскоре вдоль Оранжевой реки началась алмазная лихорадка. В течение последующих 50 лет 30 тысяч старателей ежедневно работали кирками и лопатами недалеко от города Кимберли. Они добыли 2,7 тонны алмазов. В 1871 году Сесил и Герберт Ротс прибыли в Кимберли с целью заработать на алмазах. Им удалось приобрести несколько участков у семьи местных фермеров. В 1880 году Сесил Ротс решил назвать свою ферму в честь прежних владельцев своего первого участка – De Beers. Однако братья Ротсы оказались не столь удачливы в добыче алмазов. Герберт быстро отошел от дел, а Сесил заметил общую для всех старателей проблему. Легкодоступные алмазные месторождения быстро истощались, а более отдаленные были затоплены водой. Чтобы решить эту проблему, Сесил приобрел единственный в округе паровой насос, а в качестве оплаты за услуги по откачке принимал алмазы и акции. К тому времени, когда Сесил Ротс и его партнер Чарльз Радд основали De Beers Mining Company, они уже имели долю в многочисленных горнодобывающих предприятиях, снабжая их всем необходимым от техники до продуктов питания. До открытия месторождений в Южной Африке алмазы, особенно крупные, были не только привлекательными драгоценными камнями, но и дефицитными, что делало их еще более ценными. Когда алмазы стали более доступны, чем другие драгоценные камни, появилась опасность их быстрого обесценивания, и у Сесила Ротса созрел грандиозный план, требующий больших инвестиций. Поэтому он отправился в Лондон и поразил всех, вернувшись с 1,4 миллионов фунтов стерлингов из банка кого бы вы думали? Правильно, Ротшильдов. Ротс и Радд начали тратить деньги на скупку всех алмазодобывающих ресурсов, до которых они могли дотянуться. Тех, кого не удалось купить, ждал сюрприз. Европейские банки во главе с Ротшильдами заключили эксклюзивное соглашение с компанией De Beers на выкуп алмазов. В результате поглощения всех конкурентов в 1888 году была образована компания De Beers Consolidated Mines. Через 4 года Сесилу Ротсу принадлежало 90% мировой добычи алмазов. Он сделал следующий шаг. В 1892 году был создан международный картель Diamond Syndicate Limited, который взял под контроль всю алмазную промышленность мира. Вскоре после этого De Beers сократила производство на 40%. Diamond Syndicate Limited не только продавал алмазы De Beers, но и скупал небольшие партии алмазов, которые поступали на рынок, поддерживая низкий уровень предложения. В начале прошлого века в Намибии, Анголе и Конго были обнаружены значительные месторождения алмазов. Они принадлежали немецким компаниям, которые бросили вызов лондонскому алмазному синдикату. На рынок хлынули большие партии драгоценных камней.
цены снизились, а спрос на них резко упал. Это объяснялось тем, что люди не хотели покупать дешевые бриллианты, что противоречило обычной логике спроса и предложения. Первая мировая война еще больше осложнила дела. Акции De Beers значительно упали в цене. Сесил Ротс, основавший компанию, ушел из жизни, не успев стать свидетелем краха своего творения. В 1917 году Эрнест Оппенгеймер при поддержке банка Моргана на рынке золотодобычи Южной Африки провернул аферу, аналогичную той, которую за 30 лет до этого Ротс предпринял на рынке алмазов. К 1926 году созданная им компания Anglo-American plc стала крупнейшим акционером De Beers, а Оппенгеймер занял пост генерального директора. Он продолжал поглощать алмазные месторождения и биржи, снижая при этом объемы добычи. Таким образом, к 1930 годам De Beers во главе с Оппенгеймером контролировала 95% мирового алмазного рынка. Во время Второй мировой войны США потребовалось большое количество алмазов для военно-промышленной отрасли. Однако Оппенгеймер отказался нарастить поставки, чтобы не нарушать установленный дисбаланс спроса и предложения. В результате власти США запретили деятельность De Beers из-за нарушения антимонопольных норм. На выручку американской компании пришел СССР. Когда в Якутии были обнаружены огромные запасы алмазов, у Оппенгеймера появилось предложение, от которого советское правительство не могло отказаться. Предприятие из ЮАР взяло под контроль весь экспорт алмазов Советского Союза. В 1971 году Джеймс Бонд должен был выяснить, кто похитил большое количество южноафриканских бриллиантов. Помогала ему в этом девушка по имени Тиффани. 7-я часть франшизы о Джеймсе Бонде «Бриллианты навсегда» была снята на деньги компании De Beers. Diamonds are forever. They are all I need to please me. А ее название перекликалось со слоганом корпорации «A diamond is forever». Эта фраза была создана в 1947 году и должна была стать вехой в истории рекламы, а также ознаменовать новый этап в маркетинге De Beers. В этом же году была создана Центральная сбытовая организация, заменившая на оптовом рынке алмазный синдикат Ротса. Однако продажи не увеличивались, поскольку аристократия, которая была основным потребителем ювелирных изделий с бриллиантами, по сути исчезла. De Beers привлекла к сотрудничеству рекламное агентство NWR и поставила перед ним задачу повысить спрос на бриллианты, чтобы цены на них выросли. NWR провело комплексное исследование и выяснило, что бриллианты считаются предметом роскоши для очень богатых людей. Чтобы продать больше, необходимо сделать бриллианты частью жизни человека со средним достатком. Так родилась одна из самых впечатляющих маркетинговых стратегий всех времен. Стратегия, которая сделала бриллианты эмоционально обусловленной покупкой. Задача агентства заключалась в том, чтобы заставить мужчин чувствовать себя обязанными покупать обручальные кольца с бриллиантами для своих избранниц. NWR разработала новаторский рекламный ход, призванный изменить взгляды людей на любовь и отношения. В ней участвовали известные люди. Пресса писала о романтических предложениях, подробно описывая кольца, размер бриллианта и его стоимость. В конце концов, в 1940 году NWR начало распространять миф о том, что мужчина должен дарить в качестве свадебного подарка кольцо стоимостью равной его ежемесячной зарплате. В результате с 1938 по 1941 год объем продаж De Beers только в США вырос на 55%. В 1947 году слоган «Бриллиант – это навсегда»
был создан этим рекламным агентством, чтобы закрепить связь между кольцом и вечной любовью. В 1949 году в бродвейском мюзикле дебютировала песня со словами «Diamonds are a girl's best friend». «Бриллианты – лучшие друзья девушек», ставшая впоследствии мировым хитом, когда Мерлин Монро исполнила ее в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». Kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Спустя 2 года после выхода на экране фильма новое олицетворение красоты и моды Одри Хепберн заняла центральное место в фильме, ключевым компонентом которого стало кольцо с бриллиантом. Это как с Тиффани. Тиффани? Ювелирный магазин? Да. Я в восторге от Тиффани. Ну как, тебе нравится? Что именно? Тиффани. А к драгоценностям я безразлична, ну, кроме бриллиантов. Вот таких, например. Мы все хорошо знаем завтрак у Тиффани, но мало кто знает, что Tiffany & Company является деловым партнером De Beers и входит в избранную группу сайт-холдеров, закупающих бриллианты напрямую у центральной сбытовой организации. Еще одна деталь. Все ювелирные изделия, показанные в фильме «Бриллианты навсегда», были созданы другим дистрибьютором De Beers – ювелирной компанией David Morris. Кропотливый труд не прошел даром. В начале 1970-х годов 80% женщин в Америке считали бриллиантовое кольцо высшим знаком вечной привязанности и обязательным атрибутом свадебной церемонии. De Beers незаметно убедила общественность в том, что теперь допустимо выложить не одну, а 2 зарплаты за кольцо с бриллиантами для бракосочетания. Именно тогда господство De Beers достигло своей высшей точки. Покупая бриллианты, вам кажется, что вы прикасаетесь к чему-то уникальному, вечному и крайне ценному. Однако это всего лишь последствия маркетинговых манипуляций. Вас обманули. В год выхода фильма «Бриллианты навсегда» на большие экраны семья Льва Леваева из Ташкента эмигрировала в Израиль. После окончания службы в израильской армии Леваев стал работать шлифовщиком алмазов, а вскоре открыл собственный бизнес по огранке. Он добился большого успеха, и именно ему судьба уготовила роль человека, поднявшего восстание против доминирования De Beers со стороны таких богатых алмазами стран, как Россия, Канада и Бразилия. На сегодняшний день крупнейшим добытчиком алмазов в мире является компания Alrosa с долей примерно в 28%. Но об этом в одном из наших следующих видео. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Если вам понравился материал, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.